Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Сегодня мы с вами свяжем вот такой боди для малыша от 0 до 3 месяцев. Но благодаря довольно-таки такому хорошему растяжению, оно может прослужить и подольше. Связано оно у нас на круговых спицах. От горловины мы будем вязать сверху вниз, совершенно без швов. Швов у нас нет ни на боковых частях, ни на рукавах, поскольку мы и рукава закончим тоже вязать на круговых спицах. И внизу на пуговичках. Это все у нас с вами легко расстегивается. Сейчас я покажу вам, как все это происходит. Вот все так расстегивается. Это под памперс. Но по вашему желанию можно связать и просто, например, здесь закончить единым полотном. Также можете вы связать на любой возраст. Я вам оставлю ссылочку, как можно рассчитать нижнюю часть нашего боди. Если у вас есть готовые, то можете снять выкройку и уже рассчитать порядово и по петельно, где какие убавочки делать. Передняя часть украшена вот такими шишечками. Шишечки я делала крючком в процессе работы. Мне так больше нравится. Вы по желанию можете шишечки вязать и спицами. Можно, конечно, сделать их и другого цвета. Но другого цвета это когда уже после того, как ваше боди будет готово, можно уже украсить вот этими шишечками. Можно сделать и без них. Или количество рядов, или количество между петель, которые сделать по вашему желанию. Спинка связана лицевой гладью. Ну вот, кажется, и все то, что у нас с вами получится в процессе нашей работы. О пряже. Я вязала этот боди из пряжи джинс. К сожалению, у меня не осталось. Моточек прям вот маленький совершенно остался, а вот бирочкой потерялась. И я вот хочу показать, ну, только другого цвета. Это пряжа Ярнард джинс. 55% хлопок, 45% полиакрил. В 160 метрах 50 грамм. Да, 50 грамм 160 метров. Я вязала спицами 3,5. Вот мои спицы. Я вязала одними спицами. Единственное, вот резиночку, когда я переходила, я взяла спицы меньшего размера. Я связала резинку спицами троечка. Но, по-моему, если вы продолжите работу 3,5, большой разницы не будет. Поскольку я резиночку, перед вывязыванием резиночки, я равномерно петельки убавила. Скажу откровенно, бодимания меня прямо захватила. У меня будет на канале несколько мастер-классов по вязанию боди, поскольку я считаю, это такая практичная вещь, которую очень легко связать, и ваш ребенок будет в удобной одежде, поскольку все это без швов. И минимально по затратам. Пряжи нужно, но вот на мой боди ушел, я взвесила 65 грамм. Поэтому 2 моточков это вполне достаточно. И также хочу маленечко как вот сделать анонс. Кто следит за работой моего канала, знает, что у меня было 50 тысяч подписчиков, за что я очень благодарна тем людям, которые следят за работой моего канала, которые вяжут по моим мастер-классам. И я решила организовать розыгрыш для подписчиков и приготовила совместно
с теми людьми, которые помогают мне связать какие-либо вещи, небольшой розыгрыш. И хочу показать, ну вот немножечко, что же это приготовили. Это магазин «Клубки в корзинке». Вот здесь хочу показать, но я ссылочки оставлю все в описании. Вы посмотрите, я не хочу даже разворачивать эту пряжу, поскольку она отправится вся на победителя этого розыгрыша. Вот такого изумительного цвета, нежно-фиалкового, нежно-розового, белого. Вот здесь, но это даже небольшая часть. И еще одна девушка, Ириночка, приготовила сертификаты. Вот такие сертификаты на покупку пряжи. То есть вы сможете сами подобрать любую пряжу, любую фурнитуру, спицы. Ну, очень огромный выбор у нее в магазине. Поэтому, но это только небольшой анонс, что у меня будет прям в ближайшие там 2-3 дня. Я сейчас все это, как это, до конца прорабатываю, и уже будет отдельное видео, где я объясню все условия. Поэтому ждите этот розыгрыш, и тогда вы сможете связать любую красоту по вашему желанию. Но это небольшое лирическое отступление, а теперь мы приступаем к нашей работе. Приступаем к нашей работе. В первую очередь надо связать образец, постирать его и измерить, что у нас с вами получится. У меня получилось, что в 5,5 сантиметров 11 петель, а в 3 сантиметрах 9 рядов. Я буду вязать на возраст от 0 до 3 месяцев, но, как правило, боди получается, что его можно носить где-то до 4 месяцев, если ребенок не очень крупный. Значит, мы посмотрим по табличке. Это у нас 62 рост, 62 сантиметра. И нам надо с вами, так, потеряла, окружность шеи. На окружность шеи 23 сантиметра. Я не стала делать никаких прибавок на свободное облегание, так как это все-таки боди. Его носят уже прям на голое тельце. Поэтому единственное, чтобы шейку не очень тянуло, я буду вязать на тех же спицах, что и все изделие. Не буду брать спицы меньшего размера. Поэтому я посчитала по плотности 23 сантиметра, и это 46 петелек. Сейчас у меня будет 4 регланных линии по одной петле. Здесь у нас застежечка, и поэтому мы сразу же из 46 петелек вычитаем 4 регланных линии. Получается 42 петли. 42 петли мы делим на 3 части. Получается 14 петелек. 14 петелек это у нас по одна часть у нас идет на спинку, я сразу же записываю. Вторая часть у нас идет на полочке, так как они у нас их 2, поэтому делим по 7 петелек. И 14 петелек идет на 2 рукава, третья часть. Сюда 7 и сюда 7. Также я планирую вязать наш боди с планочкой. Планочка будет 2 сантиметра. 2 сантиметра, планочка будет 4 петельки. По 2 петли у нас с вами, получается, заходит на одну сторону и на вторую сторону. Она же у нас, планочка, идет внахлёст, поэтому вот так. И теперь мы уже считаем конечное количество петель, которые нам с вами надо набрать. У нас с вами идет 46 петелек по нашему обхвату шеи, плюс 4 петли мы добавляем на планку и плюс 2 кромочные петли. Итого у нас с вами
52 петли. Этого нам с вами надо будет набрать. Поэтому я беру спицы и нитки и начинаю набирать. Набирать я буду обычным способом. И набираю 52 петли. И первых 4 ряда я провяжу лицевыми петельками, чтобы планочка у меня получилась платочной вязкой. Я связала 4 ряда платочной вязкой, ниточками отметила регланные линии. И сейчас я уже буду делать прибавление. Прибавление мы с вами будем делать в каждом лицевом ряду вдоль регланных линий, до вот этой помеченной петельки и после. Изнаночные ряды мы вяжем без прибавления. Вяжем следующим образом. Все полотно у нас с вами будет связано чулочной вязкой, и по этому полотну будут шишечки, за исключением петелек планки. Планка у нас идет на 4 петельках, мы ее вяжем платочной вязкой. Платочная вязка — это когда мы вяжем полностью лицевые петли и по лицевой стороне, и по изнаночной. А чулочная, когда мы с вами будем по лицевой стороне вязать лицевые петли, по изнаночной будем вязать изнаночные петли до тех пор, пока не соединим в круг. Когда соединим в круг, там, чтобы получилась чулочная вязка, нам надо будет вязать полностью лицевыми петельками. Сейчас мы сразу же в 5-м ряду делаем первую петельку под пуговичку. Если вы сторонники, как-то более так кропотливо относитесь, мальчик или девочка, то делаем следующим образом. Для мальчика мы делаем в начале ряда, вот на этой планочке. Для девочки делаем в конце ряда. Мы провязываем 2 лицевые петли. Я петельку под пуговичку делаю не с помощью накид и 2 петли вместе, а чтобы дырочка получалась не очень большая, я делаю из протяжки предыдущего ряда. Я протяжку поднимаю, провязываю лицевой, и 2 следующих петли я провязываю вместе. Петелька у нас с вами готова. Вы можете, если у вас пуговичка покрупнее, можете сделать накид. Поэтому это просто надо будет проверить, проходит у вас пуговичка или нет. Мы с вами провязали 4 петельки планки. И сейчас у нас с вами остается 1, 2, 3, 4, 5 петель лицевых нашей полочки. Мы провязываем 3 петли и делаем первую шишечку. Шишечки можно делать любым способом, как вам удобно. Можно спицами, можно с помощью крючка. Но вот мне нравится с помощью крючка. Шишечка получается такая объемная и мягкая. Как я это делаю? Я беру крючок, петельку с помощью крючка достаю и провязываю 1 воздушную петлю. Делаю накид, достаю петельку и провязываю столбик с накидом. У нас не полностью, вот так мы 2 петельки провязали. Сейчас я уберу, чтобы было лучше заметно. Вот у нас с вами получилось уже на крючке 2 петли. И таким же образом накид, достаем петлю и провязываем 2 вместе. 3 петли, накид, петельку. И от количества вот этих петелек, столбиков с накидом, которые мы с вами не довязываем до конца, и получается объемная, более объемная или менее объемная шишечка. Вот мне вполне достаточно 3. 4-я это как у нас петелька, которую мы для подъема. И я эти сразу же провязываю вместе. Эту я петельку снимаю, на которой у нас с вами вот основание наше.
И уже одеваю на рабочую спицу. Вот я на рабочую спицу одела. И вот первая шишечка у меня такая получилась. Мне такого размера вполне достаточно, поскольку я их буду делать достаточно часто. Если вы будете делать, например, чтобы они у вас были побольше, эти как шишечки, тогда их надо по полотну располагать более реже, чтобы не было как очень много, это уже излишки будут. Но по идее, по вашему желанию. Но другой как способ, можно эти шишечки сделать другим цветом. Но другим цветом это лучше связать уже полностью лицевое полотно и потом уже пройти другим цветом вот эти шишечки. Но это уже как-то по вашему желанию. Я эту шишечку сделала, провязываю одну лицевую, петли полочки у нас с вами провязаны полностью. Дошли до регланной линии. Делаем прибавление до регланной линии, регланная линия, лицевой провязываем и после регланной линии. И продолжаем вязать петли рукава. Также мы дошли до регланной линии, делаем прибавление до регланной линии и после. Но вот делаю просто вот я петельку так переворачиваю, получается как бы скрещенная петля. Вот она такая петелька. И продолжаю вязать дальше. Можно сделать накидом, с помощью накида. Тогда у вас по краю полотна, по краю регланной линии получится так дорожка из зажженных петелек. И точно самое же мы продолжаем с вами вязать. Петельки спинки у нас связаны. Делаем прибавление до регланной линии и после. Петли рукава. Прибавление одно и второе. И теперь мы с вами дошли до полочки, провязали одну лицевую петлю и теперь вяжем нашу шишечку. Повторяемся также. Петелька, делаем одну воздушную петлю, чтобы лучше было видно, накид и провязываем. Одна петля, вторая петля и третья петля. И все вместе 4 петли провязываем вместе. Теперь я возвращаю свое вязание на место. Петельку снимаем, и наша шишечка готова. И продолжаем вязать. Здесь у нас с вами все лицевые петельки. И я хочу показать вам, как я вяжу двойную полую петлю. У меня край связан двойной полой петлей. Мы с вами, как обычно, провязываем. Сейчас я вот распущу, чтобы более подробно показать. Провязываем наши лицевыми петельками. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Работу поворачиваем. Первую кромочную петлю мы снимаем. Вторую мы также снимаем, но ниточку оставляем перед петлей. И продолжаем вязать петли планки. У нас 1, 2, 3, 4 получается. А здесь уже идет наша с вами полочка, петли полочки. Мы вяжем изнаночными петельками, которые мы с вами добавляли. Также мы вводим в работу изнаночными. И продолжаем вязать. Продолжаем вязать. Также я дойду до конца ряда, когда у меня останутся 2 петли. Я предпоследнюю сниму не провязанной, нить будет перед работой, а последнюю кромочную я провяжу изнаночной петлей. И так у нас получится с вами край двойной кромочной петлей. И так я продолжаю вязать, делая
прибавление вдоль регланных линий в каждом лицевом ряду, а изнаночные ряды я вяжу без прибавления. Я провязала 6 рядов и решила, что по рукавам сделаю по одному ряду через определенное количество рядов изнаночные петельки. Поэтому у меня сейчас рукав, и я вот все петли рукава от одной регланной линии до другой провяжу изнаночными петельками. И тогда у меня получится, что на лицевом полотне будут дорожки из изнаночных петелек. Петельку прибавляю. Здесь у меня регланные линии, прибавляю после регланной линии и вяжу уже с петли спинки. Их вяжу также лицевыми петельками. Поэтому вот такая дорожка получается. Буду я их делать через 5 рядов. Вот одну я провязала, затем 5 рядов провяжу как по рисунку, то есть по лицевой стороне лицевые, по изнаночной изнаночные петли, и опять сделаю такую дорожку. И так на протяжении всего рукава. Я провязала 10 рядов, и сейчас буду делать еще один ряд шишечек. Шишечки я буду делать в шахматном порядке. Вот у меня шишечка. Здесь это у меня посередине, и по 2 петельки по краям я отступлю. У меня получится, что шишечка, 5 петелек и еще одна шишечка. Поэтому я провязываю 4 петли планки и вяжу шишечку. Вяжу, как мы с вами я вязала. Раз, два, три. Провязываю 5 петелек. Раз, два, три, 4, 5. И уже вяжу следующую шишечку. Раз, два, три. И уже продолжаю вязать дальше. Вот эти у меня получаются шишечки. Здесь будет уже продолжать вязать я чулочной вязкой. И так я буду вязать дальше. Еще сейчас посмотрю, сколько рядов, до тех пор, пока, чтобы объединить свои полочки в круг. Я провязала 16 рядов от начала вывязывания реглана. И сейчас буду соединять свою работу в круг. Для этого 17 ряд я провязала полностью, оставив на спице, на дополнительной, 6 петелек. Почему именно 6? Если вы вяжете не по, то есть не по моим расчетам или по своим. Мы оставляем петли планки и одну петлю кромочную. И для симметрии оставляем еще одну петлю от нашего основного полотна. Вот у меня, так как у меня планка 6 петелек, вот я их оставила. Теперь мы определяемся, чтобы планка с петельками была поверх планки, где мы будем пришивать пуговички. То есть мне надо соединить таким образом. Если вы вяжете для девочки, у вас пуговички, петельки будут здесь, поэтому вы соединяете таким образом.
Мы с вами и теперь будем провязывать по 2 петли. Одну петлю будем провязывать с одной спицы, вторую петлю будем провязывать с другой спицы. Для этого одна петля и вот вторая петля, мы их одновременно подхватываем и провязываем вместе. У нас провязана с вами одна петля. Если вам трудно так провязывать, можно другим способом. Вот с задней спицы снять петельку и перенести ее на переднюю спицу и провязать уже их вместе. Это как вам удобно. Я 2 петли провязала. И теперь я провяжу не 2 петли вместе, а провяжу одну петлю с одной спицы и другую петлю с другой спицы. Объясню почему. Так как у меня мои шишечки располагаются в шахматном порядке, поэтому, чтобы они вот симметрично располагались, между шишечками надо нечетное количество петелек. В моем случае это 5. Но у меня не получается 5, у меня получается 4. Так как я вот на ширину планки они будут располагаться. У нас с вами вот была с одной стороны и с другой стороны. Всего 4 петельки. И поэтому я по переду добавлю одну петлю вот, для того, чтобы именно рисунок у меня располагался симметрично. Если у вас вы будете расстояние делать больше или меньше, то в данном случае вы посмотрите, чтобы вот здесь количество петелек было именно симметрично. Но одна петля этой роли никакой не играет, поэтому я провязываю сначала с одной спицы и с другой. И тем самым у меня по переду будет на одну петлю больше, чем по спинке. Ну, я при круговом вязании совершенно это даже не при круговом, совершенно незаметно. Вот эти у меня 2 петельки. И уже продолжаю дальше. Эти 2 петли я вместе. Вот эти 2 петли вместе. И последние 2 петельки. Также я их провязываю вместе. Дополнительную спицу я убираю. И моя работа замкнулась в круг. И сейчас я с 17 ряда буду вязать в круг. Чтобы у нас с вами получилось... Чтобы получилось чулочное полотно, при круговом вязании мы вяжем полностью всю работу нашу лицевыми петельками. У нас уже не будет такого, что вот как мы с вами вязали один ряд лицевой, другой ряд изнаночный. Здесь полностью вяжем лицевые петельками. За исключением, если вы делаете так же, как и я, вот эти дорожки, то вот у меня тут еще получится через ряд, надо будет провязать эти петли изнаночными. И все, и мы так с вами продолжаем вязать, делая дорожки из изнаночных петелек. Будем делать с вами шишечки. И все это будем продолжать до момента, как длина регланной линии станет нужной нам с вами длины.